Я снова в дороге, снова я, можно так сказать, добровольно путешествую, но перехожу на полулегальное положение, обеспеченное мне стрэнджем. Куда я держу свой путь, я, разумеется, вам не скажу, но я расскажу вам другое. Опять-таки я хочу сказать, что я никого ни к чему не призываю. Это выбор каждого, но просто я хочу, чтобы вы знали правду о том, что происходит на нашей планете. Происходит прямо сейчас, происходит сегодня. Сегодня я хочу рассказать вам о теории существования подводных НЛО. Можно сказать, о тех процессах, которые я видел лично, но и в которых я принимал непосредственное участие. В настоящее время на территории нашей планеты находятся различные островные базы. Как правило, их в нашем ведомстве называли база «Океан». Там проводятся различные исследования и в области навигации, и в области исследования подводных инопланетных объектов. Как правило, это огромнейшие подводные передвигающиеся сооружения. В принципе, это могут быть подводные корабли с возможностью взлета и погружения. Как долго они на нашей планете, я ответить на это не могу, потому что я не знаю. Но мы принимали участие в подъеме с глубины одного такого объекта. Я обеспечивал охранные функции. Как все началось? Поступил приказ выдвигаться в составе вооруженной группы на самолетах на одну из этих баз «Океан», что мы, собственно говоря, и сделали. Там была собрана, скоплена различная техника тяжелая. Это подъемные краны, сооружения. Это все было выдвинуто в определенный квадрат. Квадрат охранялся военными кораблями. Мы пребывали на одном из военных кораблей, в котором располагались лаборатории, ученые. Это все как бы нами охранялось. Но суть в чем? При подъеме этих обломков, потому что, по всей видимости, это подводное НЛО вступило в бой с одной из подводных лодок армии США, и было потоплено благополучно. Был приказ поднять эти обломки, работали водолазы. Обломки эти были подняты, произошел очень сильный подводный взрыв, который один корабль накренил, а второй потопил. Это я о сторожевых кораблях, которые обеспечивали охрану по периметру. Кроме того, в ходе этих исследований, так сказать, один водолаз получил очень серьезное облучение, а второй водолаз подвергся заражению неким веществом, токсином, который после исследовался. Эти водолазы были допрошены. Как выяснилось, на дне, там, где находились эти обломки, подобные работы по подъему, и идентификации этих обломков вели эти инопланетные существа, которые также могли находиться под водой без различных спецсредств, как то скафандры и так далее. И наши сотрудники, которые занимались подводной разработкой, они вступили с ними в бой. Из этого боя они смогли выйти или уклониться от него, но в ходе чего один из водолазов был отравлен токсином, а второй получил сильное радиоактивное поражение. Сколько всего было водолазов, я сейчас не могу сказать, потому что это было вне моей компетенции. Но я участвовал также в охране секретного квадранта лаборатории, где проводились исследования и допрос этого водолаза. Дальше я попробую рассказать то, что я слышал с его слов. Погружение шло в штатном режиме, их спускали на кабеле с обеспечением подачи кислорода в специальном индивидуальном дыхательном аппарате. Они были вооружены автоматами подводной стрельбы, на всякий случай это производилось.
По всей видимости, спускалось несколько групп, из них ученые, техники и те, кто обеспечивал охрану непосредственно под водой. Я не обучен этому, я не учился этому, поэтому я обеспечивал только охрану вот на надводном периметре на кораблях. Ну, вы можете спросить, почему, допустим, спецназ охранял корабли. Элементарно отвечу вам: от возможности проникновения и захвата сторожевых кораблей и кораблей лаборатории силами противника. То есть могли подготовить воздушный или водный десант, захватить все. Вот мы противодействовали этому. Но из-за своей обученности я вот участвовал также в охране квадранта, где проводился допрос. На дне инопланетянами проводились изучения и попытки сбора обломков. Произошел бой. Как описываются эти существа? Существа описываются как серые гуманоиды, но обладающие при этом плавниками и, как утверждал этот водолаз, способные дышать под водой жабрами. Но после получения вот этих вот сведений от этого водолаза, возможно, в наших верхах появилась там мысль захватить одного из них, что, в принципе, предпринимались кое-какие попытки, но это им не удалось. Но на данный момент я располагаю сведениями о нескольких подводных базах инопланетян. Эти базы, они передвижные и не стационарные, но так или иначе периодически случаются подводные бои, подводные поединки между ними и между подводными лодками и соединениями различных стран. И даже вот когда в новостях проскакивают какие-то сведения о гибели той или иной подводной лодки, да, по неизвестным причинам, это может быть связано с этим. Вообще, изначально разработка подводных НЛО велась в той перспективе, что эти существа считались невраждебными. Они считались как бы перспективными в целях сотрудничества, изучения океанов, в частности Марианской впадины, потому что на данный момент Марианская впадина является самым уязвимым, так скажем, местом на нашей планете. Это на дне Марианской впадины находится самый тонкий перешеек до магмы. Кто сейчас в настоящее время владеет Марианской впадиной, тот владеет жизнью всей нашей планеты. Но вот по некоторым сведениям, именно там на дне располагается одна из редких стационарных баз инопланетян. Как бы я не могу утверждать точно, но краем уха я слышал и краем глаза видел то, что готовятся подводные экспедиции, возможно, атака вот этой базы для установления своего господства. Но из какой именно страны я не могу сказать, но тем не менее разработки такие ведутся. Поэтому власти ведущих государств мира нуждаются в новейшем вооружении, которое может вести подводный бой не только с подводными лодками потенциального противника, ну, я имею в виду среди землян, но и с подводными боевыми средствами инопланетян. В настоящее время эти разработки проводятся. Ну, я хочу сказать, что мир, он в настоящее время находится буквально на грани огромного катаклизма, огромного коллапса, который может произойти в любую минуту. Повторюсь, тот, кто владеет Марианской впадиной, владеет жизнью нашей планеты. Эта информация может стать эксклюзивом для многих. Ну, в принципе, она вполне известна для океанографов, для геологов, тех, кто изучает этот вопрос, тех, кто копает эту информацию. Но просто, как обыватели и люди, никто ничего не может с этим поделать, остается уповать только на те возможности и силы, которыми обладают правительства современных ведущих стран. Но тем не менее, подводные НЛО существуют, возникают периодические схватки где-то на дне океанов. Особенно часто эти схватки возникают в Северно-Ледовитом океане, в частности в Карском и в Баренцевом море. Я повторюсь, в Баренцевом море. Возможно, многим это о чем-то скажет. А также в Тихом океане. Тихоокеанский, бывший краснознаменный, нынче просто Тихоокеанский флот Российской Федерации. Как бы если разговорить более-менее какого-нибудь опытного моряка-подводника, он может очень много рассказать.
Также небезызвестные подводные лодки Мемфис и Толедо флота США. Экипажи этих лодок тоже могли бы кое-что рассказать о подводных инопланетных объектах. Поймите, то, что происходит, это происходит здесь и сейчас. По факту, наш мир уже давно не принадлежит нам. Наш мир давно курируется существами, разум и возможности которых остаются за пределами человеческого понимания.